В годовщину Пригожинского мятежа нам стоит поговорить не только о том, чем он был в моменте, но и о том, чем он важен сегодня. Что от тех событий осталось с нами и что они говорят нам о будущем. Только перед тем, как начнем, быстро вам напомню. Идет сбор подписей в Санкт-Петербурге за кандидатку в губернаторы и за кандидатов антивоенных в Мосгордуму. Там можно оставить подписи на госуслугах. Если у вас московская регистрация, переходите по ссылке в описании и оставьте подписи. Там есть интересные кандидаты, может что-то интересное из этого и получится. Почему не оставить подпись? Ну давайте начинать. Задним числом мятеж Пригожина кажется одной большой шуткой. Ведь каждый эпизод, случившегося за одни сутки между 23 и 24 июня прошлого года, выглядит как памфлет, как абсурдистская подростковая комедия из 90-х. И хотя мы с вами тогда видели все своими глазами, сложно поверить, что память нам не врет. Что Пригожин действительно захватил крупнейший город Юга России и занял в нем штаб военного округа. Что два замминистра обороны сидели возле него как первоклашки рядом с завучем. Что на требование уголовника отдать ему министра и начальника генштаба глава военной разведки ответил: «Да забирайте». Что колонны зэков на тяжелой технике шли маршем на Москву, и единственными, кто попытался их хоть как-то замедлить, стали губернаторы, распорядившиеся раскопать дороги. На протяжении всего маршрута Пригожинской колонны попрятались все менты, вся Росгвардия и все ФСБ. В огромной стране осталось ровно 0 человек с оружием, способных встать на пути мятежника. Легендарные воины Рамзана Кадырова нашли на бескрайних просторах России ту самую пробку, в которой можно встрять, так и не встретившись с бунтовщиками. Маргарита Симоньян, которая 24 часа в сутки испытывает натуральное благоговение перед начальником с большой буквы «Н», в момент, когда этого начальника с большой буквы «Н» собрались на фонаре повесить, оказалась на корабле, где по удивительному стечению обстоятельств не оказалось связи, даже строчкой черкануть нельзя было. Затем внезапный картофельный спас. Из ниоткуда возник миротворец Лукашенко, а Пригожин оказался единственным на всем белом свете человеком, всерьез поверившим в гарантии безопасности от того, кому даже в деревенском сельпо под честное слово буханку хлеба взаймы не дадут. Превышающая всякие пределы концентрация абсурда мешает всерьез анализировать произошедшее. Хотя, вообще говоря, ничего смешного тут нет. Когда кремлевских пиарщиков немножечко попустил паралич, они начали сливать во все доступные издания свой привычный нарратив. Дескать, это не мы облажались, это такой хитрый план и был. Что никто бы не допустил Пригожина, конечно, бы до Москвы. Конечно же, были собраны все силы, чтобы под ноль его группировку зачистить, но просто вот так ловко избежали кровопролития. Но мы все видели. Никаких сил, способных остановить дивизию головорезов, идущую на Москву, и близко не было. Танки в Москве готовились встречать группой росгвардейцев с противопехотными гранатометами. Тут не может быть сомнений. Если бы Пригожин не оказался каким-то непролазным кретином, Москву бы он взял с марша. За одно утро он прошел по России большее расстояние, чем вермахт за месяц в 1941 году. Защищать Москву было неким. ОМОН и войска Национальной гвардии не смогли бы и близко ничего противопоставить головорезам, прошедшим бахмутовскую мясорубку. Пластиковые щиты и доспехи ничем не помогут против автоматов, танков и самоходных гаубиц, которые у Пригожина тоже были. А судя по поведению всех силовиков в этот день, они не то что не смогли противопоставить бы ничего, они бы просто не полезли на рожон. Здесь нужно проговорить, ситуация могла бы быть очень трагичной. Она могла бы изменить историю России навсегда. Дойди Пригожин до Москвы, он бы и в нее вошел. А что в такой ситуации делать дальше, никто не знает. Как выбить армию озверевших уголовников из густонаселенного мегаполиса? Мы знаем, как выглядит захват городов, на что похожи городские бои и что остается от городов после них. То, что все свелось к анекдоту, обошлось минимальными жертвами, это счастливая случайность, обусловленная совершенно необъяснимой кашей в голове мятежника. Ничто в этой ситуации не намекало, что она может разрешиться столь мирно. Тысячи людей обязаны жизнью самозабвенному идиотизму Евгения Пригожина. Ему до Москвы оставалось 200 километров. С его темпом это 4 часа. Никакого штурма города не случилось бы. Для того, чтобы был штурм, нужна сторона обороны, а ее не было физически. Если бы Пригожин зашел, он бы закрепился. А если бы он закрепился, то попытки выбить его из города в наших реалиях с полным путинским пренебрежением к человеческой жизни стоили бы такой крови, какую Москва не видела со времен Тохтамыша.
Очень сложно, живя сегодня в Москве, представить себе Пятницкую, перекрытую блокпостом, пулеметные гнезда в окнах мэрии, комендантский час, патрули пригожинских зэков, проверяющих документы. Сложно представить себе российскую армию, штурмующую столицу, бои на улицах, горящие танки. Из дня сегодняшнего мариупольский пейзаж в центре Москвы видится как нечто из области фантастики. Но вообще-то из области фантастики нечто иное, что мятежник, собравший армию на захват столицы, взял и развернулся просто так. Не лишним будет спустя год это отрефлексировать. Мы с вами живем в мире, родившемся из чуда. Историки будущего не будут задаваться вопросом, могла ли в Москве литься кровь. Они будут задаваться вопросом, как это могло не случиться, когда все шло именно к этому. Тысячи жизней спасло не государство, которое в этот момент просто выключилось. Не все на свете силовики. В ситуации смертельной вообще-то угрозы между безоружными гражданами и убийцами встало только чудесное, невероятное стечение обстоятельств. Главное, что мы узнали год назад и что не нужно забывать никогда. Российское государство крайне успешно раскидывает пальцы и пузырит сопли. Оно прекрасно умеет симулировать силу и несгибаемость. Но не дай бог кто-то решит это проверить. Не дай бог появится организованная вооруженная сила, и каждый пойдет спасаться самостоятельно и как умеет. Второй момент, о котором не нужно забывать, как бы нам с вами не пытались пудрить мозг, это реакция граждан. Сейчас об этом поговорим, сначала небольшая реклама. 4 июня Джо Байден подписал указ. Теперь нелегальных мигрантов, ищущих защиту от преследования, будут разворачивать на границе и выписывать им 5-летний запрет на въезд. Исключение делают для тех, кто записывается на встречу с пограничным офицером заранее. Такое окно для записи можно ждать хоть месяцами. Но даже если вы перейдете границу по записи, вам все равно придется доказывать право на убежище в суде. Поэтому лучше заранее посоветоваться с опытным иммиграционным адвокатом, который затем тщательно подготовит ваше дело. Возможно, еще посоветуют более легкие варианты иммиграции и легализации, которые часто не очевидны для переезжающих или адвокатов без хорошего практического опыта. Где найти адвоката с опытом? Обращайтесь в иммиграционный центр Екатерины Муратовой. Это юридическая фирма, специализирующаяся на иммиграционном праве. Желаете ли вы эмигрировать по воссоединению семьи, бизнес или талант-визам, или как инвестор? Или, может, просто хотите приехать как студент или турист? Во всех этих случаях вы можете рассчитывать на всестороннее юридическое сопровождение фирмы. С получением политубежища центр тоже помогает. Сама Екатерина Муратова – лицензированный иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах, имеет более 15 лет опыта и входит в топ-10 адвокатов Флориды. Автор книг руководств по тому, как вести бизнес в США и по американскому иммиграционному законодательству. А ее центр помогает даже с самыми запутанными кейсами. Например, они выиграли дело о сохранении грин-карты женщины после развода с американским супругом, защищали клиентов от депортации и многое другое. Так что, если вы планируете переехать в США или вы уже там и у вас трудности с легализацией, записывайтесь на консультацию уже сегодня и начните процесс вашей иммиграции в США с экспертом, адвокатом Екатериной Муратовой. С промокодом КАЦ будет скидка в 20%. Продолжаем. Второй момент, о котором не нужно забывать, это реакция граждан. Мы несколько раз уже говорили, что 24 июня прошлого года это настоящий праймерис по-русски. Но от повторения истины это не бледнеет. Поход вооруженных уголовников на столицу абсолютное большинство граждан восприняли как футбольный матч. Причем футбольный матч между Исландией и Андоррой. Абсолютно пофиг, кто выиграет, но очень интересно. Страна схватила в руки смартфоны и лихорадочно принялась обновлять ленту. В Ростове жители фоткались с танками Пригожина и провожали его как героя. Каждый, кто способен скачать фотошоп, принялся фигачить мемы. Ничего похожего на первые дни вторжения в Украину, когда люди выходили митинговать с национальными флагами, там под танки прямо, не было даже приблизительно. Ко всем этим разговорам, что наши граждане поддерживают, что не поддерживают, какой там у Путина рейтинг 87% или всего-то 65%, не было и вряд ли будет лучшего соцопроса, чем тот, что устроил Пригожин. Гражданам прямо задали вопрос: что насчет того, чтобы повесить Путина на фонаре? И получили ответ, который не подлежит двум разным прочтениям. Да и черт бы с ним, пожирайте друг друга досыта, чего она оба ваших дома. 20 лет режим внушал гражданам, что от них ничего не зависит, что их мнение никто не спрашивает и принимать они все должны так, как оно есть. В критической ситуации оказалось, что граждане с одинаковым безразличием примут любой результат. Останется Путин в кресле или зависнет над ним под потолком.
Главное, чтобы движуха была веселая. Главное, что нам понятно спустя год, в этой поразительной истории не осталось победителей. Год назад считалось, и не просто считалось, а на самом деле так и было, единственным, кто победил всех по результатам Пригожинского мятежа, оказался Сергей Шойгу. Пригожин со свитой убит, группировка Вагнера перестала существовать, Путин выглядел слабым и ни на что негодным, всю чашу унижений половником выхлебал. А Шойгу, публично в противостояние не вступавший, сорвал джекпот, избавился от главного оппонента, добился ликвидации всех добровольческих и частных армий, расплодившихся за первый год войны, вынудив их подписать контракт с Минобороны, так еще и заполучил ключевой актив Пригожина, его ноу-хау, возможность бесконтрольно вербовать и убивать заключенных. В хаосе первых месяцев войны власть расползлась к кому попало. Каждый суслик стал в поле агрономом, но по результатам мятежа весь контроль над деньгами и ресурсами оказался в руках Шойгу. Не существует больше могущественного медиахолдинга, который по своим пиар-возможностям как минимум не уступает министерству, а скорее даже превосходит. Больше никто не может развернуть публичную кампанию и снять генерала. Государство вернуло себе монополию на войну, и монополия эта оказалась в руках Шойгу. Да, его репутацию уже было не спасти, но какое кому дело до репутации, когда старый аппаратный лис, переживший 3 президентов России и 1,5 десятка правительств, разгромил всех врагов и вновь сгреб в свои руки огромную машину войны. Теперь мы знаем, что на наслаждение победой Шойгу было отведено чуть больше 10 месяцев. Его самолет пока не горит на Тверской опушке, но он недалеко от этого ушел. Шойгу отправлен в небытие командовать скрепками в Совбезе. В его окружении случился такой масштабный погром, что в Лефортово уже можно заседание Генштаба созывать. Буквально за пару недель Шойгу проделал путь от министра, который год назад выглядел абсолютным победителем, до министра полностью поверженного. Это на первый взгляд может изумить, ведь режим однозначно впрягся за очень непопулярного Шойгу, допустил явный конфликт с набирающим популярность Пригожиным, а спустя год громит Минобороны, ровно за то, за что Пригожин хотел повесить Шойгу на фонаре, за повальную коррупцию и некомпетентность. На самом деле, тут все до предела логично. С одной стороны, такой персонаж, как Пригожин, в нашей системе изначально не жилец. Популярный военный лидер, хозяин собственной армии, собственной машины пропаганды, у которого на лбу написано «хочу быть Бонапартом», худшее, что может возникнуть в путинской системе. Это ее ночной кошмар. То, что она старается отстреливать на дальних подступах. С другой стороны, сложилась плохая ситуация. Есть чиновник и ведомство под ним, которое победило всех своих врагов, которое за время войны стало самым могущественным и фактически равным самому государству, которое забрало все деньги и раздает кому хочет. Это тоже плохая ситуация. Все должны находиться в балансе, конкурировать и кусать друг друга. Все должны быть заняты междоусобным каннибализмом. Не должно быть такого, что кто-то один всех сожрал и сидит сытым и довольным жизнью. От такого можно и в амбицию впасть, начать поджирать уже тех, кого не следует. Еще интереснее, что стало с наследием Пригожина. Его как бы и нет. Миллиардная бизнес-империя, медийный холдинг, армия на десятки тысяч наемников. Все это спустя год мятежа и почти год с убийства Пригожина фактически просто исчезло. Наемники Вагнера, которые столь успешно имитировали боевое братство, где один за всех и все за вождя, превратилось в пыль. Бывшие головорезы Пригожина не смогли и близко стать никакой коллективной сущностью. Они просто рассыпались по домам, где, по слухам, предаются бесконечной пьянке. В этом тоже есть некоторая репетиция будущего. Ведь совершенно не зря Пригожина называли маленьким Путиным, а его структуры моделью нашего режима в миниатюре. Пригожин, как и Путин, все замкнул на себе. Как Путин всецело полагался на пиар и пропаганду, видел в них свой главный актив. Потому что случилось с его структурами, мы можем увидеть, как будет выглядеть путинский режим после Путина. Он просто испарится. Как из реальности, так и из памяти. В этом главная беда таких перевернутых пирамид. Очень просто управлять, когда все решения и вся власть завязаны на одного человека. Но с исчезновением этого человека оказывается, что никакой структуры и никакого института на самом деле не было. Что все было лишь иллюзией, которая развеялась без следа, не оставив даже воспоминаний. Вот это нас и ждет. До завтра.